Я прорвался по рангу, и теперь титулованный. Серия печальная, потому что 100-тысячелетние звери погибли, но в то же время круто, что Тансан наконец стал титулованным. И здесь непонятно, радоваться или печалиться. Да, мы ждали этого момента много времени, с тех пор как узнали, что мастера способны достичь 90 ранга и выше. Тансан официально стал титулованным, поглотив 2 красных кольца. Этот момент выглядит просто потрясно, когда оба духа, и Молот Небес, и Сине-Серебряный Император получили по одному красному кольцу. Какого же теперь ранга Тансан? Эти 2 100-тысячелетних кольца и 2 соответствующие кости дали просто ужасающий рост его духовной силы. После поглощения Сан достиг 91 уровня. Только представьте, до жертвы зверей Сан был лишь 85 ранга, и за такое короткое время его духовная сила увеличилась на 6 рангов. Притом после 90 поднимать новые уровни все сложнее и сложнее. Сине-Серебряный Император получил 9-е кольцо от Дамина, а Молот Чистого Неба – кольцо от Эрмина. Это стало беспрецедентным событием. Во-первых, на тот момент Сану было только 25 лет, и он стал самым молодым титулованным в истории. Во-вторых, его первое кольцо на 2-м духе было не желтым или фиолетовым, и даже не черным, оно было красным, 100-тысячелетним, такого никогда не было раньше. Кстати, почему Тансан отрезал себе левую руку и достал кость Сяову? В серии это мало объяснялось. На самом деле, согласно первоисточнику, звери были готовы помочь Сану только при одном условии. Он должен воскресить Сяову. То есть они хотели убедиться, что Сан точно готов на все ради Сяову. Поэтому он продемонстрировал свое желание и готовность это сделать, когда отрезал руку. Этот шаг очень рискованный, так как духовный мастер ниже уровня титулованного при изъятии кости просто умрет. Лишь титулованный умеет удалить кость, сохранив жизнь, но лишившись при этом десятка рангов. Так что Тансан по сути совершил очень отважный поступок, или все, или ничего. Что касается духовных зверей, да, они отдали 100 тысяч лет своей культивации, и казалось бы, должны превратиться в маленьких детенышей, как Сяову, но такого, кажется, не произошло. Хотя в серии показали очень любопытный момент. Тансан то ли увидел маленьких Дамина и Эрмина, то ли это отражались души зверей в его новых кольцах и костях. Если они совершили похожую жертву, как Сяову, то их тел больше нет, а души перешли в кольца. Как вы поняли этот момент? Напишите в комментариях. Однако существует информация, что в Божественном Царстве Сан воскресит этих зверей, но это будет только в следующих частях Боевого континента. Итак, Тансан стал титулованным. Самое время воскрешать Сяову. Поэтому Сан вместе с ней отправится к Источнику Льда и Пламени, где были его родители. Конечно, воссоединение семьи будет очень радостным событием. Представьте, как Танхао увидит кольца Сана, а также, что Молот Небес получил первое кольцо. Это не то что удивление, такое вызовет настоящий шок. К этому времени мама Сана Аинь тоже неплохо подросла. В этом месте рост растений происходит в 1000 раз быстрее. После воссоединения с семьей у Тансана было самое важное дело. Он хотел полностью воскресить Сяову. Ее духовная кость была наготове, и ранг Сана тоже позволял осуществить этот нелегкий процесс. К тому же, ему нужно будет отдать несколько своих колец, помимо 6-го кольца от Сяову. Это довольно опасное дело. Если бы не помощь Босайси и ее совет, как все правильно сделать, Тансан, возможно, лишился бы всей культивации и потерял 90 рангов, а в худшем случае насильное снятие кольца может привести к смерти мастера. Метод Босайси был куда лучше. Сану не нужно будет отдавать все 9 колец, да и Сяову попросту будет не способна их поглотить. Полагаясь на свет морского бога, можно было бы воскресить ее только с помощью 6-го кольца, но тогда ее культивация будет ниже, чем раньше. Тансану необходимо просто полностью наполнить ее первыми 4 кольцами духа, затем пропустить 5-е, а после отдать 6-е, которое принадлежит Сяову. Это 6-е духовное кольцо на самом деле сконденсировано из всех ее предыдущих способностей, а первые 4 кольца Сана будут иметь легкий направляющий эффект. 5-е кольцо Сан оставит, потому что оно слито с его собственным духом. Если оно уйдет, это нанесет огромные травмы и вред первому духу. Как наследник морского бога, Тансан уже имел часть божественной силы. Важную роль в успешном воскрешении Сяову сыграет свет морского бога. Именно под его действием процесс воскрешения Сяову и передачи всех колец будет успешной. Судя по всему, Сяову воскреснет с теми же рангами, что были раньше. Возможно, это будет 60-й ранг. К тому же награды морского бога для Сяову суммировались. То есть они накапливались, и позже она получит их все сразу. Благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о жертве зверей. Увидим ли мы их еще. Подписывайтесь на канал и всем пока.